Okay, this is Jack. About to try some mystery alcohol. Говори, говори, я тут тебе поставлю пока. Вкусно. Всем привет! Сегодня мы возьмем интервью у Джека, это каучсерфер, который приехал к нам из Канады. У нас сегодня такое домашнее нововведение в качестве микрофона и вилки, которую мы будем использовать. Привет, Джек! Он очень любит Россию, и самый первый вопрос, откуда к ней такая любовь у тебя? Любовь. О, боже, не знаю, это сложно сказать. Я помню интересная история, когда я был в Москве первый раз. Я познакомился с несколькими молодежами русскими, руферы. Это как они приходят на крышах и делают фотографии. И да, я помню, я познакомился с парнем, и он говорил мне так: в Европе ты совсем не можешь так делать. Если ты приедешь на крыше, люди думают, что что-нибудь плохо, опасно, это совсем нехорошо, но в России это так свободно. Ты можешь делать что-нибудь ты хочешь. И так это класс, круто. Ну, это может один момент, но да. В общем, твоя любовь к России началась с крыши, видимо. А ты помнишь какой-то стереотип, который у тебя разбился? То есть ты ехал в Россию, и ты думал, что будут, я не знаю, медведи на улице ходить, все с балалайками, но ты приехал, и все совсем не так. Я особенно люблю стереотип, что медведи на улицах, потому что это стереотип, это просто русский стереотип про русских, но никто на границе думает это. Я помню, я говорил с родителями такие стереотипы, и я говорил, да, есть стереотип, что медведи на улицах, и они говорили: Джек, что? Я знал стереотипы о России, они американские, но я никогда не слышал, что там есть медведи на улице. И это как стереотип просто в России, о России. Это ироничная ситуация, я думаю. Ну, есть стереотип, что люди любят водку, пить каждый день. Ну, когда я приехал, родители в квартире, в котором я жил, они никогда не пил алкоголь, совсем ничего алкоголя нет в доме, и я сразу узнал, что это нормально в России. Есть многие люди, которые пьют повсюду, но тоже есть многие люди, которые абсолютно против алкоголя и разные стереотипы. Надо подумать. Жек путешествовал 2 месяца по России, и он приехал от Владивостока до Иркутска, до Екатеринбурга, до Москвы, до Питера. Было ли тебе когда-нибудь страшно во время этого путешествия? Да, был такой момент, может, это лучше, если я говорю на английском. Конечно, да. So I was hiking on Lake Baikal with a friend from Moscow. We were both with backpacks. We were maybe 10 kilometers from the nearest village. We had a bunch of food with us. We had heard that there were bears in Russia, in Siberia, in the wilderness. Siberia is huge, so I don't know where they're centrally populated, but we kind of figured there wouldn't be a problem. So one night we were sitting in the tent and it was raining, and we were both reading our books, and all of a sudden we hear these large noises outside of the tent, and this loud stomping. We lock eyes with each other, and she asks me, Jack, что будем делать? And I, in the moment, forget how to respond in Russian and start swearing in English from fright. And eventually we see some animal come up and brush itself against the side of the tent, and we're convinced there's a bear outside. So we push all of our
food to one end, we hide in the back. And after 5 minutes of sitting there, my friend Violetta turns to me and says, Jack, maybe it's not a bear. Maybe it's just like a horse. A horse, of course. In Siberia, a Siberian horse, why not? Lo and behold, we open up the tent and there's like 5 horses just hanging around, eating grass. We start laughing, we start crying. We don't sleep the entire night because we're both like, our hearts had been beating out of our chest. And yeah, that was probably the most terrifying moment of my life. I'm glad that it wasn't any kind of problems, run-ins with police or anything bad like that. Just scared I would get eaten by a bear. Расскажи про русских людей. Какие они? У тебя были ли случаи, когда они были супер добрые, и ты не ожидал, что такое может быть? Или наоборот, какая-то агрессия была со стороны к тебе как к туристу? Или что-то такое? Ну, более или менее, я думаю, что русские люди были рады повидеть иностранных, которые хотел узнать их язык. Да, конечно, есть несколько старые бабушки и дедушки, которые «О, иностранец, что?» Я помню, да, когда я приехал в первый раз поучиться, там была женщина, которая работала в станции метро вокруг дома моего, и да, она совсем ненавидела меня. Просто, может, ненавидеть, это it's like a strong word. Ее не нравятся иностранцы. Каждый раз, когда я попробовал купить билеты и говорить на русском с ее, она как... and it was like just always rolling her eyes at me. But others I met some who were like really... more soft-spoken. Большая страна, и многие разные люди там. Все более-менее добрые. Я думаю, что в мире более-менее люди добрые, но это моя философия. А еще расскажи, ты же наверняка пробовал очень много русской кухни, и украинской, в том числе казахской и узбекской. Ты же был еще в этих странах. Ты что-нибудь такое запомнила, что вот тебе прям супер запомнилось на всю жизнь? Должен начать историю с черный момент. Самое плохое похмелье в жизни был в первый раз, когда я учился в России, мы с друзьями поехали на поездах от Питера до Москвы. До поезда мы выпили в баре, и потом поехал на поезде, и все вместе выпили. Мы познакомились с мужчиной в Россияне, и он хотел выпить с нами, он купил шампанское. Потом я проснулся на поезде и так плохо чувствовал. И все первый день в Москве я лежал и спать, и не сделал ничего. Первый раз, что я совсем любил русскую кухню, был в Макдональдс в Москве. Вы не знаете, в России у вас есть самый вкусный Макдональдс в мире. Это не стереотип, это факт. Лучше, чем в Канаде, лучше, чем в Америке. Я помню, это был как первая еда после похмелья. Был Биг Мак в первом Макдональдсе в России, в Москве. И да, было очень вкусно. И после этого мы тоже кушали узбекскую кухню. И это было лучше, чем Макдональдс, конечно. Меня, Джек, ты очень сильно удивил, когда сказал, что ты смотрел наше кино всего Звягинцева, Лето, Серебренникова, Кавказскую пленницу. Это просто удивительно, потому что, мне кажется, мои знакомые даже многие не смотрели всех этих фильмов. Может быть, у тебя есть какое-то кино, которое ты прям очень хочешь посмотреть? Или, например, кино, которое ты посмотрел российское, и ты прям будешь советовать всем своим друзьям? Мы говорили раньше, я современный
Фильм «Лето» люблю. Есть новый фильм «Довлатов» на Netflix про писателей в Петербурге. И я жил в Петербурге, и я вижу, как город был 30-40 лет назад. Так это совсем не очень разный к сегодня. Я высказала мне об фильме «Юморист», и я просто знал песни, но я хочу этот смотреть тоже. В тему юмориста Джек переодевался на канадский Хэллоуин в рэпера Фейса, если что. Расскажи, Джек, о чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? Не хочу сказать, я мечтаю жить в России, потому что, знаю, что есть многие люди в России, которые мечтают уехать. По-моему, это как цель. Я тоже на ситуации, что я не смог бы жить там до смерти, но жить там год-два будет класс. Как я сказал раньше об моем знакомом, который делает руфер, это как свободная сторона, и да, и ты можешь делать что-нибудь ты хочешь. Да. А теперь по старинной русской традиции мы предлагаем Джеку опробовать самодельную зубровку. Давай, за твою любовь к России. Спасибо. О, отлично.